Здравствуйте, и это обратно я. Я хочу вам сейчас в этом видео рассказать, как я рисую розу. Я рисую розу, да. Я очень хорошо рисую. Я вот набросала наброски розы. Тут не видно. Вот так вот. Чтоб вы немножко видели, надо тень. Вот. Вам, наверное, не видно. Вот. Сейчас я ее дорисую. Я могу вам показать. Так. Когда тень видно, надо попробовать тень. Вот так видно. Ладно, не будем этого делать. Так. А сейчас я просто дорисовываю. Уже не набросками, а детальки мелкие, которые я не дорисовала. Так, всякие штришки. Так, и, конечно же, тень. Тень от розы. Мы ее нарисовали так. Вот. Да, получилось ужасно, если вы так думаете. Если вы не думаете, что это не ужасно, ставьте пальцы вверх. Так, сейчас я хочу ее разукрасить красками, акварелью. Так, я открываю. А начинаю открывать, я ее открываю зубами. Ставлю ее передо мной. Так вот. Беру маленькую кисточку, маленькую пока. И беру малиновый цвет. Сейчас я вам покажу, какой он. Вообще он тут показан, что он красный, но вообще он малиновый. Когда он высохнет, он будет таким классным. Вот на нашей палитре, как это объяснить, на наших красках тут он красный, а высохнет будет малиновый. Вот такой вот малиновый. Вообще, да. Я думала сначала, что это красный, это малиновый оказался. И я обвожу кисточкой нашу розу. Да. Так. Обвожу. У меня кисточка очень такая. Но сейчас вы все увидите, потому что тут я красками работаю. Красками очень хорошо все видно. Так. Вот так вот я дорисую. Точнее рисую. Так. Я сначала начала с розы, чтобы вы увидели, какая она. Кому не интересно смотреть меня, не смотрите. Потому что я не знаю, про что мне снимать, понимаете? Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, про что мне снимать. Хотя я это говорила уже. Да, помогите мне. Пишите в комментариях, что мне снимать. Потому что не знаю, конечно, помогите. Очень прошу вас. Хочется что-то снять такое необычное, чтобы все смотрели, ставили мне лайки и комментировали. Ну, нет, не получается. Вот так, переходим к нашему рисунку. Так, у меня получилась вот такая вот роза. Да. Ой, не дорисовала штришок. Забыла совсем. Заболталась с вами. Конечно, ну, я сама виновата. Так.
Вот, получилось вот так вот. Моя роза. Вот такая вот. Теперь я рисую сам стебель. Такой. Я думаю, что сам стебель, он будет такой, как бы, сочный. Да. И из этого я его нарисую, наверное, салатовым. Так, салатовый такой что-то. Так вот, наконец-таки. Беру салатовый. Немножко салатового. И пока обвожу наш стебелечек. Пока стебелечек. Так, дорисовываю. Ну, уже рисую, как бы. Так вот. Так вот. Выглядит. Потом не макаю в краску. И дальше провожу. Так вот. Да, остался один лепесток. И все. Так, получается. Берем воду. Очень много воды в краску нужно. Очень много. И рисую теперь. Или можно просто сделать так. Так. Наложить сюда краски, как это сказать так. Намочить кисточку, как бы ее обмыть, чтобы она была никакая, ну, не с краской. И все. Да, вот так вот. Теперь мы берем темно-зеленый. Он такой, конечно, вообще темный. Темнота темнюшная, темнюшная. И обвожу наш стебель. Можно даже закрасить вот так вот. Он получится очень красиво, потом вот так. Размываем. И этот цвет берем сюда же. Сюда же в наш лепесточек. Так. Теперь у нас осталась еще одна деталька. Вот тут вот деталька. Мы ее должны сделать красным цветом. Вот, видите, эта деталечка. Да, красным. Я беру красный, чтобы он не очень был такой сухой. Ой, как. Чтобы этот красный он не был такой прям жидкий. Так, этот красный придает какой-то оттенок. Этот лепесточек будет сам красный. Так вот. Теперь надо сделать саму розу. Саму розу мы будем делать красно-оранжевым. Ну, вы сейчас увидите, я беру листочек. Вот этот самый малиновый на листок наношу. Красный, да. И немножко оранжевого. Потому что оранжевый все-таки тоже нужно, но его как бы и нежелательно, и можно, чтобы придать оттенок. Красивый очень цвет.
Смешиваем теперь. И получается такой цвет. Добавляем более красного еще. Получился такой цвет. Беру этот цвет сюда, сюда. И теперь мочу кисточку. И вот так вот его делаю. Смотрите, какой цвет классно получается. Так, надо так сделать, чтобы не осталось этого кружочка. Вот. Очень, конечно, классный цвет получается. Блин. Да, извините. Цвет выражения. Воды. И если вам нравится, смотреть, как я рисую, пишите мне, чтобы я что-то нарисовала. Вот. Да. Сегодня я могу еще тоже что-то нарисовать. Сейчас, конечно, буду рисовать еще что-нибудь. Да, нарисую. Вот так вот. У нас получается вот такая вот великолепная роза. Конечно, мне она не очень нравится. Ну, поняли, нравится. Я ее сейчас вам покажу, конечно же. Так. Еще нужно сделать тень. Тень я не знаю, каким буду делать. Из-за этого я буду ее делать вот таким. Вы сейчас посмотрите. Да, вот так. Теперь берем большую кисточку. Вот такая. Она у меня старая, конечно, с того года еще. Вот так. Берем черный и черный. Потому что я один раз видела такой цветок. Этот цветок, он как бы и он желтый, понимаете? И оттенок от него был черно-желтый. Я не знаю почему. Ой, не оттенок, тень. Я уже совсем запуталась. Черно-желтый. Я не знаю, конечно, почему. Вообще была тогда поражена. Как может быть оттенок черно-желтый? И увидела вот такой вот. Получился вот такой вот цветочек. Я согласна, оттенок тут совсем, если его закрыть листочком, получится очень даже милая роза. Вот. Мне эта роза как бы очень нравится. Если бы не было этого оттенка, я бы, конечно же, кому-то подарила ее. Ой, оттенка, блин, снова забыла. Если бы не было этой тени, я бы кому-то ее подарила. Маме, может. Вот так вот. Очень красивая роза. Пока. Ставьте лайки. Пока.